Всем привет! Сегодняшняя рубрика называется «Сварочное извращение». Я-то уже пластинки разломал, а вы сейчас увидите, что было до того, как я их разломал. Тема такая: сварка латунью разных металлов. Можно варить чернину, можно варить нержавейку. В общем, сейчас посмотрим. Сварка происходит полуавтоматом в среде защитного газа аргон. Поехали. Самоизоляция в разгаре, и дошли руки попробовать сварку нержавейки латунной проволокой. Итак, мы имеем Аверман 180, латунная проволока, по-моему, S221, ссылочку я дам. И я немножко тут мучил настройки аппарата, пробовал разный ток, разный ампераж. Ампераж в Авермане — это разная скорость подачи проволоки. И в итоге начали получаться примерно вот такого плана швы. Сейчас я примерно покажу, как накладывается такой шов. Если варить сплошняком, то идет вот такое разбрызгивание. Латунь просто, цинк закипает, разбрызгивается, ничего не получается. Если же варить точками, точка, здесь тоже видите, несколько точек, тогда получается более-менее какое-то подобие наплавки. Сейчас попробуем сначала положить еще пару швов, и потом я попробую сварить вот эти пластинки. И потом разломать их, посмотрим, что получится. По настройкам аппарата. Значит, смотрите, что у нас тут есть. Я пробовал и двойку, и тройку индуктивность, остановился на тройке. Скорость подачи и ток в этом аппарате одинаковые, поэтому это одна ручка. Поэтому оптимальная, на мой взгляд, подача в районе 50 ампер. А уже само напряжение подстраивает ядреность сварки. То есть примерно 18-19. В общем, сейчас все увидите. Итак, вот наша пластинка нержавеющая. Я тут сейчас проварил два шва, но, к сожалению, что-то с записью намучил. Вот они. Сейчас покажу еще раз, как варится. Сейчас ставим затемнение и пробуем. Как видите, сплошной шов не варится. Сейчас еще один шовчик поварю и потом посмотрим. Открываем объектив. Вот это, получается, я первый шов варил. Потом попытался сплошняком. Сплошняком, сами видите, ничего не получается. И вот последний шов, который был заварен точечками. И получается, что латунь наплавляется на нержавейку. И оборотная сторона. Тут особого перегрева даже нет. Нержавейка не темнеет, ничего с ней не происходит. Как-то так. Вот, смотрите, еще раз ближе, то, что мы варили на свете Божьем. Это первый шов, который был проварен точечками. Точки надо, чешуйки класть поближе, конечно. Это то, что я попробовал сплошняком поварить. Здесь пошел прожог, потому что сплошняком нельзя такую тонкую, это около миллиметра нержавейка. И вот у нас чешуйки наложены более плотно. Это последний шов, который варился. Так, теперь еще раз по настройкам аппарата. Если кто-то пропустил, вот они настройки. Напряжение где-то около 19. Ток в районе 50. И индуктивность тройку. Я поставил так, но подозреваю, что можно поставить
допустим, ток 60, а напряжение 17, и индуктивностью поиграть, и будет то же самое. Сейчас я попробую сварить, ну как не сварить, а сплавить вот эти два кусочка нержавейки. Я их немножко болгаркой зачистил, и посмотрим, что получится. Здесь я откусываю лишний кусочек. Сейчас поставлю прихватки, дальше посмотрю, как будет. Далеко отодвинулся, плохая газовая защита. Так, ну пока можно констатировать фиаско, потому что начал варить с обратной стороны от прихватки, прожег дырку. Сейчас буду пробовать еще. Так, продолжаем. Перехватил немножко по-другому. Смотрю. Получается примерно вот такая картина. Здесь у нас, естественно, ничего нет совершенно, а здесь у нас наплавлен слой латуни. Сейчас покажу с другой камеры уже более подробно и попытаемся поломать. Ну, как говорится, едем дальше. Итак, у нас есть такие две пластинки, которые мы типа сварили или спаяли, скажем правильно. Вот, сейчас я попробую их разломать. Давайте сначала руками. Я думаю, что получится и руками. Да. При изгибе примерно на 90 градусов произошло растрескивание латуни. Но усилие, я вам скажу так, было приличное. То есть, если это не какие-то ответственные конструкции, а, допустим, детали кузова автомобиля, либо что-то в этом роде, я думаю, что будет держаться достаточно прочно. Но, естественно, точно так же можно варить и обычный черный металл. Вот тут я смотрю, попробую сейчас оторвать, так чтобы было видно. Вот место отрыва. И, в общем-то, тоже я отламывал с таким видимым усилием. Вот здесь. Вот отломано. Какой вывод из этого всего? Полуавтоматом можно варить нержавейку. Настройки примерно я вам показал уже. Ну вот еще раз показываю. В принципе, если у вас есть автомат, вы можете затариться проволокой. И если вам нужно варить какие-то узлы, которые потом бы не ржавели, и они не несущие, ну, допустим, кузовщину, то можно варить латунью. Минусы — это, конечно, летящий цинк, потому что цинк у нас легкокипящий, а он выгорает в первую очередь, летят такие белые хлопья, поэтому я варил на улице, чтобы вообще даже в помещении и запаха этого не было. Но все равно хлопья частично налетели сюда. Вот. Ну, как-то так. Все, всем пока.